Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые облегчают плетение. Покажу обруч, как плетать. И еще покажу в конце один момент по сетке, по плетению сетки. Сейчас вот смотрите, я показываю на полиэфирном шнуре. Полиэфирный шнур в клубке держит форму хорошо. Когда мы плетаем обруч, нам требуется веревка длинная. Если просто ее в свободном состоянии оставить, как она есть, она будет болтаться и путаться, и закручиваться. Будет очень геморройно и долго. Поэтому, смотрите, когда обматываем полиэфирным шнуром, вот можно сделать, как я сейчас показывала. А когда вот оплетаю вот таким вот шнуром, такой шнур плохо держит форму в клубке. Разъезжается, расползается, вылезает, невозможно. Поэтому использую челнок самодельный. Вот когда небольшой обруч, можно вот такой небольшой сделать челночок. Это из пенопласта сделан. Когда плету большие обручи, вот особенно когда плела детские игровые комплексы, там очень большие были обручи, веревок было много, и чтобы стыковок сильно много не получалось, я себе сделала вот такие штучки. Я вырезала вот на алюминиевом таком вот профиле тонком в строительном магазине, в любом они продаются. Ножницами я его практически разрезала, как мне надо. Просверлила вот такие дырочки, чтобы закрепить начало. Это я показываю для больших обручей. Когда большие обручи оплетаются, такую штучку можно использовать. Вот так вот наматываешь полный челнок вот этих ниток. Убирается много. И получается в конечном итоге стыковок гораздо меньше на самом обруче. Сейчас я просто показываю несколько виточков, как можно сделать. А если вот так полностью ее намотать и вот так вот закрепить с двух сторон, можно спокойно обматывать, они никуда не вылезают. Веревки не разматываются. Сейчас я вам покажу с маленьким челноком, потому что обруч у меня небольшой. Беру обруч. Я вам показываю. Здесь меня обручи держать не очень удобно. Когда я без камеры просто обматываю. Я, естественно, не на стуле, на полу это делаю. Это удобнее делать на полу. Придерживаю ногами, руками, стульчик подставлю. В общем, там поудобнее сажусь. А вам сейчас я показываю на камеру, поэтому он у меня немножко не очень удобно стоит. Сползает периодически. Но ничего страшного. Главное, чтобы вам было видно. Беру изоленту. Приматываю кончик веревки. Меня еще часто спрашивают, какой расход веревки на обмотку обруча. Честно говоря, не знаю. Я покупаю такие вот веревки в бобинах. Когда полиэфирным шнуром, вот эти на 110, которые или на 90 сантиметров обручи делаю, они у меня где-то уходят сантиметров 80. Метров 80. Метров 100 точно я планирую именно на обмотку. Когда вот небольшой обруч, соответственно, поменьше. Точно сказать, к сожалению, не могу, ни разу не замечала. Просто приблизительно прикидываю. Вот это сейчас я делаю закрепляющий виток. Кто смотрел мои видео, я уже неоднократно показывала, в принципе, в процессе видео вот такой вот обмотки. Но почему-то всегда возникает много вопросов, спрашивают именно вот такую вот мелочь. Так, вот смотрите, я сделала 2 закрепляющих в начале витка. Теперь делаю 10 простых виточков.
видите, опять закрепляющий делаю. Теперь я рукой вот так вот просто подкручиваю, все хорошенько натягиваю, чтобы рядочки плотненько легли. Вот это вот первые, там сантиметров 10, вот эти первые 10 витков, они лежат не очень ровно, потому что они на намотанном скотчем краешке. Дальше пойдет ровней, будет уже лучше ложиться. А здесь пока вот в начале маленько надо сильнее подправлять рукой. Опять делаю 10 простых витков. Закрепляющий виток я делаю на всякий случай. Его делать не обязательно, но я думаю, что с ним удобнее. Потому что мало ли вы отвлечетесь, чтобы веревка не распутывалась, пока вы куда-то вышли по своим делам. Ну или мало ли потом, когда уже изделие будет использоваться, мало ли кто-то повредит вот эту веревочку, чтобы не размотался весь обруч. Я делаю такие закрепляющие витки. 10 простых, 1 закрепляющий. Так я прохожу весь обруч. Как плести основание вот такого креслица, которое сейчас вот будет видно дальше, я показывать сейчас не буду, потому что у меня уже было 2 раза видео такое основание, такой принцип, только цвет ниток другой, цвет веревок. Вот, смотрите, какой обруч получился. Я его весь обмотала таким образом. Видите, видно такие моменты закрепления каждые 10 витков. Полосочка получается. Так, вот видите, гамак я такой сплела для девочки. Но вот обратите внимание, вот на какой момент я хочу именно обратить ваше внимание. Я плету такую форму кресла на жестких веревках, которые не тянутся. Полипропиленовый шнур, полиамидный шнур. Они чаще всего смешанные идут. Там сердечник, например, полиамидный, а плетка может быть полипропиленовая верхняя часть. Они так удешевляются за счет этого, но в крепости они не теряют. Потому что полиамид, он сам по себе дорогой. Но тут мне прислали такие фотографии. Сейчас я вам дальше покажу. Делали такое кресло, попытались такое кресло сделать на полиэфирном шнуре. Полиэфирный шнур тянется. Я уже неоднократно это говорила. И вот посмотрите, какой эффект может быть, если плести такую форму кресла на одном обруче из полиэфирного шнура. Вот видите, просто смотрится симпатично, вот как он есть, без человека. Все красиво, все аккуратно. И обратите внимание на густоту сетки, на расположение ромбиков, как их много и часто они сделаны. То есть веревок навешано много. Сейчас дальше будет видно при посадке человека, что происходит. Вот видите, как сильно провалился ребенок на полиэфирном шнуре. И с ним можно делать такое кресло. Я делала, только там должно быть натяжение ниток другое.
Но вообще лучше такую форму делать. Я ее придумывала именно для веревок жестких. Полипропилен, полиамид, ну или другие там какие-то такие смешанные веревки. Сейчас вот я покажу фотографию своего изделия, которое я в самом начале тоже делала в своей деятельности. Там видно расположение сеток. Видите, во-первых, у меня и обруч больше, и натяжение сетки было сильнее. И вот в таком варианте оно еще более-менее держит форму. Но для таких кресел я не рекомендую полиэфирный шнур.